силы и наконец-то нашла еду. Это грибы. На самом деле я так удобно сижу сейчас около дерева. Я поняла, наверное, что что мне мешает однозначно сказать, что этот город мне нравится. Знаете, как будто по идее он должен нравиться, но на самом деле ты так немножечко со скрипом, в общем, неоднозначно говоришь, да, классно, Венеция — это круто. Почему? Мне он напомнил по некоторым моментам Сочи. Из-за того, что Сочи популярный, и много людей хотят там жить, значит, они готовы тратить деньги, соответственно, да, чтобы там жить, то это становится таким хорошим поводом, чтобы строить там очень много новых домов, каких-нибудь гостиниц, я не знаю, каких-нибудь еще подобных вещей. В общем, чтобы как можно больше людей туда приезжало, там жило, там тратили свои деньги и так далее, и так далее. Вот, то есть, и, наверное, это проблема всех туристических городов, да, но, с другой стороны, всегда есть как будто такое, как бы, два варианта, как поступить в этой ситуации. Можно делать всего больше, можно больше завлекалово для туристов делать, можно просто строить больше гостиниц, типа, а можно не менять город под запросы туристов. Я не знаю, как-то так. То есть, конечно, это не мне решать, конечно, это плюсом дает много возможностей работы для разных людей. Но вот мне кажется почему-то, что с Венецией такая же история, что сколько-то лет назад та классическая Венеция, которую мы там в фильмах видели, на картинках, на пазлах, что она была несколько другая, нежели сейчас. Вот Венеция, как и в Сочи в этом плане, когда становится всего очень много, опять же, да, вот домов, каких-то заведений, каких-то мест, специально предназначенных для приезжих людей, для того, чтобы здесь приезжали люди, я не знаю, со всех городов и тратили здесь свои деньги, жили тут. Вот, когда вот такое происходит, когда этого становится слишком много, ключевой момент, в небольших городах типа Сочи, типа Венеции, которые небольшие и ограниченные города, вот тогда как будто эти города теряют свой первоначальный такой шарм, атмосферу, которая в них была. Не знаю, понимаете вы, о чем или нет, да? Я, конечно, не могу попросить вас, моргните раз, если понимаете, но я пытаюсь, по крайней мере, разными словами описать то, что я вижу и чувствую. Вот. Соответственно, мне, что из-за Сочи грустно, когда я возвращаюсь, что вот как-то оно теряется. Вот есть в Сочи дендрарий. Возможно, я когда-нибудь его покажу даже, да, когда буду в Сочи. Есть в Сочи дендрарий, такой классический, старый парк. Я была там в детстве, потом вот не так давно, год назад, я решила туда еще раз пойти. Место само не поменялось, но изменились водные, количество людей, и вот та обстановка, когда мы добирались до этого места, в очереди стояли.
это уже все равно иначе воспринимается. Ценность вот этой вот самой природы, растений, которые там есть, они затуманиваются из-за суеты, которая в округе. В Венеции точно так же, в общем, да. Я могу объяснить для себя это, да, что всегда вопрос денег, абсолютно всегда все упирается в деньги, и это, мне кажется, такая вечная дилемма: деньги или идея, или что-либо другое и деньги. И чаще всего деньги, но... И могу сказать, что мне разряжается камера, могу сказать, что вот этот город, где я сейчас нахожусь, на самом деле я вообще ни разу не жалею, что я вышла именно здесь, потому что мне прям здесь нравится. Когда нет, во-первых, никаких ожиданий от этого места, да, как с Каннами у меня было, нету чрезмерного количества туристов, то есть я пока не приехала вчера сюда, я даже не знала, что есть такой город, который называется Падуя, даже ударение не знаю, как ставится, то есть... Соответственно, здесь туристов в разы меньше, здесь здания, дома и все остальное более нетронутое, более первоначальное, как и было. И в этом есть свой шарм, да, поэтому я ставлю сердечко этому месту, а Венеции пока не могу ничего поставить. Но все равно я понимаю, каждому свое, да, не всем, возможно, нравится так, как мне, может, кому-то нравятся застроенные города, плотные города, да, я не спорю. А на вкус и цвет, ну, вот у меня такой вкус и цвет. Буду рада, если чем-нибудь поделитесь на эту тему. Если что, это можно делать, да. Вам до этого казалось, что так нельзя делать, то я буду только рада почитать. Вот, так что до следующего дня, до следующего влога. В какой ферму вы приехали? Пойдем. Парень с ранчо.